Итак, никогда не делайте это с картофелем сорта Садон, если не хотите узнать правду о самых урожайных посадочных расстояниях и получать в 1,5 раза больше урожая, без увеличения затрат труда и площади выращивания, без увеличения трат на удобрения, поливную воду, электричество и многое другое. Это наглядное видео с методом экспериментального подбора оптимальных расстояний в жарком, сухом и одновременно холодном климате зоны рискованного земледелия в ростовских луганских степях. Прежде всего для вдумчивых практиков, в том числе и для тех практиков, которых смущает слишком большая или слишком маленькая густота посадки картофеля, слишком крупный или слишком мелкий посадочный материал и прочее, а также и для критиков-фантазеров, которые, не задав ни одного вопроса, ошибочно думают, что знают, что выгоднее и правильнее для всех. Садон. Что там написано, элита или суперэлита? Суперэлита. Суперэлита. Садон. Суперэлита у нас. Здесь посадили через 20 сантиметров 2 метра и 1 метр через 10 сантиметров. Ну, проверим. Имеет ли смысл сажать его загущенно, как мы делали с Ривьерой уже. Ну, посмотрим. Ну, все, чем мы рискуем, ну, вырастет из него ближе к семенному такому размеру. Потому что вот тут семенной промышленный оказался некоторые клубни до 150 граммов вообще. Но резать не стали. Посмотрим, что с него вырастет с такого. Садон самый крупный весит, наверное, вот этот вот. Пожалуй, самое такое. 135 граммов. Конечно, крупновато для посадочного материала. Так, самый мелкий 45. Ага. Все, экспериментальные схемы посадки показали, закопали и полили. Технологию выращивания кратко тоже показали. Технология посадки и выращивания одна из наших, упрощенная, без окучивания. Разработанная для жарких и засушливых условий местных ростовских луганских степей. С трудозатратами в пределах 1 минуты труда на 1 килограмм урожая за сезон. Ну и прежде чем показать урожай и итоги исследований, несколько слов об условиях проведения эксперимента в этом сезоне. За период между посадкой и сбором урожая. Для самых внимательных и вдумчивых практиков. Кому кажется лишним, промотайте. По нашей традиции основной смысл видео для любителей краткости полностью в первых 30 секундах фильма. В период посадки сходов картофеля температура воздуха на улице была от плюс 30 и больше градусов жары днем до минус 10 градусов мороза ночью. Да, так и держится минус 10. Хо-хо, минус 10. Холодина, она и есть холодина. Картошка уже явно всходит. Спасли картофель от полного вымерзания всходов по ночам за счет усиления накопления тепла почвы дополнительными укрытиями в дневное время. При этом спанбонд не убираем на день. Создаем в почве запас тепла за счет того, что сейчас именно вот днем температура под спанбондом гораздо выше, чем снаружи. Дальше вплоть до уборки урожая из ухода за картошкой только полив. Поскольку в этом году с февраля по октябрь в наших степях не было ни одного поливного дождя, пылевая буря. На самом деле на небе нет ни одного облака или туч. Сегодня полностью ясная погода. Ну а выглядит это так. Поливать картофельный участок приходилось и до посадки несколько раз, и сразу после посадки тоже поливали. Основной полив картофеля проводили раз в неделю длительным дождеванием вместе с поливом всего огорода. Трудозатраты на полив уменьшили за счет использования системы из 3 стационарных осциллирующих дождевателей. Весь огород у нас поливался без перестановки поливалок с места на место. Достаточно было нажать кнопку радиовыключателем для включения или выключения полива. Включаем. Полив у нас холодной водой из колодца в наиболее жаркое время дня. Продолжительность каждого из основных поливов минимум 5 часов, чтобы получить нашу обычную поливную норму от 30 до 50 литров воды на каждый квадратный метр. Самые жаркие дни проводили и кратковременные освежающие поливы 1 раз в день. Полив продолжительностью всего от 5 до 15 минут для охлаждения зеленой массы растений в самое жаркое и сухое время суток. Картофель сорта Садон зашел из целых клубней. Тоже хорошо, дружно. Картофельный участок на 5
июня. Здесь картофель сорта Садон в центральном ряду. Наглядно видно высоту растений при более густой посадке, они ближе к экрану, и высоту растений при более редкой посадке, они от экрана дальше. На наш взгляд, явной разницы в обоих случаях нет. Здесь добавили высокую палочку-разделитель. Картофель сорта Садон, выросший из суперэлиты. Будем убирать сейчас. Здесь метр загущенно посажен через 10 сантиметров, ну и 2 метра через 20 сантиметров. Посмотрим, имело ли смысл загущать этот сорт. Ставим сено и прям сразу вот сверху. О, прям, да, прям картошка, да. У Садона есть Да, сверху видно. Да. Ага, хорошо. Так, первый куст. Смотрим, что там Садон покажет. О, прям сразу. Ух ты, мне прям нравится. Прям, ух ты. Да, выглядит хорошо вообще. Садон. Вот это мне прям нравится, какая красивая. Красиво выглядит, Да, в принципе, да. сорт. Хорошо. Здорово. Хорошо, есть картошка, да? Есть, да. Есть. Растет. Для такого сезона жаркого вообще отлично Это выглядит. отлично просто. Да. Если был бы сезон нормальный, тут был бы вообще Да, она, мне кажется, раза в 2-3 сверхурожай. крупнее был. бы, наверное, была. Да. Это ж не то, что как бы 40 градусов Мгм. с начала лета. Вон. Да это класс, кустик уже классный. Да. Дальше. Да. Прямо Да. выворачивается. Вполне в Садоне именно и много. Да, Вяжется вполне. да. Очень Хорошо приятно, выглядит. да. Кстати, у Садона видно, что вверху еще пошли столоны, образуются клубни. Возможно, если бы попрохладнее все-таки было, они бы еще росли. Скорее всего. Да. Вот. Довольно длинные, кстати, столоны у него. Мгм. Вот, и крупные клубни образовались, и новые пошли. Вот. Мгм. И именно не маленькие такие вдоль стебля, а полноценные столоны. Но это клубень старый, Да. семенной. Кстати, в идеале посадочный клубень должен был полностью отдать все вещества ради формирования урожая. И должна была остаться разве что кожура. И то, что старый клубень остался целым, тревожный признак. Потому что это может быть одним из признаков вырождения сорта. Несмотря на то, что посадочный картофель и был официальным сертифицированным категории суперэлита. Хотелось бы внимание обратить, что вот он всего 2 ростка пустил, Мгм. а клубни неплохо выглядят. у него. Да. Очень даже. Прям приятно копать такой картофель. Очень даже. И еще и столон Да, и вот столончики идет. дальше пускает. Явно, если бы погода была чуть-чуть помягче, все-таки не такая экстремальная. Было бы супер урожай был бы. Но мы первый раз, за треть века, мы первый раз видим вот настолько жару в первой половине лета. Да, адскую. И плюс весной. Да. А размеры клубней хорошие все равно. Уже приятно. Да, демонтировать. да. Садон, выросший из суперэлиты, в самом, за наш опыт, в самом экстремальном по погоде сезоне, хорошо себя показал. На удивление прям очень. Причем, ну так вот визуально сейчас кажется, что здесь все-таки вот на метре Да. выглядит гуще, чем здесь, где на 2. Ну, взвесим. Вот здесь и посадили мы гуще в 2 раза, здесь в 2 раза реже. Причем он не мельче, он крупный. Да, взвесим, посмотрим разницу, уже будем, исходя из этого, потом ориентироваться, насколько менять схему посадки стоит. Мне прям нравится. Ну, Ровненький. ну так, с единицы площади, вот при том же, в общем-то, уходе, выглядит урожайнее пока что. Ну вот самый крупный Садон, вот этот, наверное, это вот из более густого, да? Видно, что слишком мелочи здесь нету, да и здесь тоже так И же. вот они, аналогичные. Вот друг аналогичные другу. здесь, Да. самые крупные. Где тут? Вот. То В есть, общем-то, один в один считай. да, то есть измельчания не произошло. По количеству больше здесь на единицу площади. Ну, сейчас взвесим, посмотрим. 2 метра через 20 сантиметров 5,5 килограмм. Хорошо получилось. Да, хорошо. 1 метр через 10 сантиметров 4200. 4200. Это уже хороший прям показатель. Да, а 2 метра было 5,5. То Да, есть да. здесь явно с метра выход, Побольше. урожайность больше. При том же размере клубней. Да. Вот этот сорт имеет смысл загущать явно. Да. С метра через 10 сантиметров и Садон 2 метра через 20 сантиметров. Вот они прям не сильно отличаются. Ну да.
Итак, вот наглядная таблица с результатами эксперимента. Если возникает вопрос, зачем применять метод экспериментального подбора оптимальных расстояний, все просто. Смотрите, вот в этом варианте мы собрали с той же площади без увеличения себестоимости в 1,5 раза больше урожая, чем здесь. Масштабируйте, рассчитайте на сотку или на гектар и получите уже гораздо более впечатляющие цифры. 525 килограмм вместо 344 килограммов. Или 525 тонн вместо 344 тонн. Без увеличения площади, без увеличения трудозатрат и прочего. При вдумчивом системном подходе стоит учесть уменьшение и улучшение таких факторов. Трудозатраты на единицу площади и килограмм урожая. Количество поливов, электроэнергию на полив, поливные нормы за полив и количество удобрений, уменьшение температуры почвы и приземного воздуха до картофельного оптимума, потеря воды почвой, количество сенной мульчи и труда на ее выращивание и заготовку и все прочее актуальное для конкретных условий и целей выращивания. В обоих случаях все это было одинаковым. Уход весь сезон полностью одинаковый. Про массу посадочного материала еще скажем чуть позже, но в целом семенной материал на фоне всего перечисленного капля в море. В жарком регионе вроде нашего особенно стоит учитывать, что, к примеру, более густая посадка картофеля лучше затеняет почву, прохладнее приземный слой воздуха вблизи растений, меньше потери воды на испарение и почвой, и растениями. И защита от перегрева особенно важна, потому что при температурах выше плюс 25 градусов Цельсия в клубнях картофеля начинается активное тепловое вирусное вырождение. А, к примеру, для нашей местности характерны летние температуры и выше плюс 40-50 градусов в воздухе, порядка плюс 70 градусов в верхнем слое почвы. При этом урожай картофеля без специальных технологий выращивания и полива в наших краях выглядит вот так. То есть равен нулю, мы уже показывали. Да, жизнь одной несчастной картошки. Сделаем драму. Ну вот результат, как растет картошка без ухода в нашей местности. Да. Без удобрений, без мульчирования, и даже Полив. причем у нее тут влага еще осталась, это она сохранила. Универсальных выводов, советов и рекомендаций, которые подходят всем, для любых условий выращивания и целей, мы сознательно не делаем и не даем. Это не имеет смысла. Мы лишь показываем наш опыт. Выводы не должны быть жесткими. Выводы должны быть временными, чтобы гибко приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям реальной жизни. И выводы должны быть свои собственные у каждого огородника. В идеале на основе результатов собственных же экспериментов, чтобы выращивание было эффективным для тех или иных условий и целей. Например, если у вас в регионе температура воздуха в период выращивания картофеля всего от плюс 13 до плюс 19 градусов, где-нибудь ближе к широтам Мурманска или в Сибири, и дожди дают до 200 литров воды на каждый килограмм урожая даже без полива полностью. Вот в городе трава ростом с человека в Карелии, в Северной Карелии. А у нас все сухое и в городе, и везде. В то же самое время. Здесь он. Трава, 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 трава. Зелень буйствует. Все зеленое. Заросли такие. Даже возле домов. Все заросшее. Зеленая улица. Это идеально для картофеля. И большинство наших танцев с бубнами попросту не нужны. Ведь достаточно просто закопать качественный посадочный материал в землю и дождаться рекордного урожая на уровне биологического потенциала сорта. Полностью без всего остального, что мы показываем в наших технологиях выращивания. Это не шутка. Хотя подбор оптимальной схемы посадки и в таких случаях имеет важное значение, конечно. Какие предварительные выводы мы делаем для себя на данный момент? Если кратко, мы планируем в следующем году выращивать картофель сорта Садон с густотой посадки не больше 15 см в ряду. Причем планируем сажать не целыми крупными клубнями, а мелкими верхушками клубней, массой всего от 20 до 30 граммов. Чтобы даже в настолько неурожайный год соотношение урожай-семена было не меньше 20-30, а не всего 5-6, как здесь в таблице, с покупным посадочным материалом. Эксперимент показал, что это возможно, в частности потому, что целые крупные посадочные клубни этого сорта дали очень мало ростков. В среднем всего по 2-4 стебля в кустах. Если что, мы уже показывали фильм, как получили с мелкими верхушками клубни в 70 раз больше урожая, чем было посадочного материала. Итого, в этом эксперименте 4 отрезанные с клубни картофеля 20-граммовых верхушки с общей массой всего около 80 граммов дали урожай 5800 граммов. А теперь делим массу урожая на массу посадочных картофельных верхушек.
То есть масса урожая примерно в 70 раз больше массы посаженного картофеля. Кстати, это было в этом же году с той же самой аномальной погодой. Да и как получили урожай в 100 с лишним раз больше, чем весил посадочный материал, мы тоже уже показывали. Причем посадочные 2-граммовые мини-клубни мы там и не покупали, и не выращивали, а просто не стали выбрасывать и посадили те, которые сами выросли на остатках старой пищевой картошки прямо в погребе при длительном хранении. Сорт Садон показал хорошую урожайность, в 2-3 раза больше средней урожайности в мире. Даже в условиях самой аномально жаркой, сухой, одновременно холодной погоды за последние треть века нашего сознательного земледелия. Внешних признаков вырождения при сборе урожая нет. Клубни в урожае выглядят здоровыми. Форма клубней и глубина глазков нам нравятся, сортовому описанию внешне соответствуют. Сорт выглядит довольно перспективным для выращивания в наших климатических условиях, и мы хотели бы попробовать его вырастить и в будущем году. Кстати, этот сорт официально районирован для нашего региона. Поэтому весь урожай съедать пока что не будем. И все клубни крупного и среднего размера положим на хранение и посмотрим, какие признаки вырождения или заболеваний и в каком количестве сорт покажет спустя несколько месяцев. Посмотрим, останется ли нам что-либо достойное для посадки после периода хранения. Потому что по нашему опыту даже семенной сортовой картофель категорий и суперэлита, и элита, даже если дает высокий урожай, все равно из-за ускоренного теплового вырождения в наших климатических условиях может за первый же сезон выращивания полностью потерять качество, необходимое для посадочного картофеля. Например, вот это семенной материал с крепкими здоровыми ростками. А это урожай из него, а это полностью непригодный для посадки клубни с нитевидными ростками на этом же урожае, уже в период хранения. Или вот здесь, это семенные клубни крупного размера. А это урожай из этих клубней. Естественно, такое мы даже не будем закладывать на хранение, просто сразу съедим и все. Если что, мы уже не раз показывали фильмы о признаках вырождения картофеля. Если нужны подробности, посмотрите, все это уже есть в нашей подборке картофельных видео. Итого, все показанное относится к признакам, при которых нет смысла картофель оставлять на семена. И еще важный момент для нас. Сорт Садон официально среднеранний, то есть должен расти и формировать урожай до 4 месяцев. А в этом аномальном сезоне он рос всего 2,5 месяца. То есть вел себя ближе всего к ранним и очень ранним сортам. И нормальных температур для сорта практически не было. Это значит, что урожайность может быть гораздо больше. Более обычный сезон, пусть даже с обычным для нас жарким и засушливым летом, но хотя бы с более типичной весной, без жары плюс 30 уже в марте и апреле, и без настолько серьезных морозов в мае. Спустя 4,5 месяца. Картофель сорта Садон на конец ноября. После достаточно длительного хранения. Ну вот видно, что попадается вот такое. И одновременно и сбой периода покоя. И нитевидный росток. Вот еще немного такого. Но есть. Вот здесь тоже сбой периода покоя. Есть и клубни, которые пока особенно не растут. Вот, к примеру. Тут пока ростков явных нету. Здесь тоже нормально пока. Что, посмотрим, как в разрезе выглядит. Так, в целом, явно есть шансы, что что-то получится на семена выбрать, потому что еще много картофеля, который не пророс и явного вырождения пока нет. Ну, вот срезы, желтоватый цвет. Все, в целом по Садону понятно. Сейчас переберем его, выберем то, что лучше. И не прорастает пока, оставим на семена. Весной посмотрим, какие будут ростки. Скорее всего, все будет нормально, потому что даже сейчас, даже тот, который со сбитым периодом покоя, все равно достаточно толстые ростки есть. На вкус сейчас попробуем. Вот это Садон в мундирах после 6 минут в микроволновке. Судя по тому, как выглядит в готовке, довольно быстрый. Видно, что полностью приготовился. Цвет остался желтеньким. Запотел. Бедолага. Так, остудим его. О, уже вроде малость подостыл. Ну что, несмотря на то, что видели данные, что у него кулинарный тип Б, и вроде как должен слабо разваливаться, но по факту видно вот вообще рассыпается вдрызг, так сказать.
То есть, по идее, пюре должно получаться хорошее. Содержание крахмала у него официально 14,4% по данным реестра. Так, немножко соли. Не, сначала без соли. Да, на вкус. Вкус хороший. Слегка суховатый. Но это типично для сортов с довольно высоким содержанием крахмала. Так, попробуем без... Теперь попробуем посолить. Да, на вкус нравится. Без какой-то прям явно заметной сладости там. Ближе к обычному вкусному картофелю. Официально по данным реестра вкус хороший. Так. Я бы сказал, классика. Ну, пюре делать не буду. Я и так вижу вот по тому, как рассыпается, что пюре будет нормально с него. Видно. Вкусненький. Мне нравится. Специально пробуем и показываем это. Не для того, чтобы спорить о вкусах. Просто, например, выращивали как-то сорт Ариэль. Например, вот здесь ряд картофеля сорта Ариэль справа. И очень урожайный. У нас урожайность доходила в пересчете на сотку до 1200 килограмм с сотки. Сорт довольно крупный. Бросай самый крупный Ариэль. Ариэль. Вот у него вкус официально хороший, ну от хорошего до отличного. Но в наших условиях первую половину хранения он горький, невозможно есть. Высокое содержание солонина из-за того, что слишком жаркая погода. Но с этим все нормально. То есть погода даже в такой сезон, когда температура в 2-3 раза выше оптимальной и влажность воздуха раз в 5-7 ниже оптимальной. Да. Отличный вкус. Так что тем больше у нас желания будет его выращивать. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.